Всем привет! Сегодня у нас интересный расклад, да, сначала шок, потом слезы, затем абсолютная ясность. И прежде чем начать, приглашаю всех в проживание арканов. Это очень хорошая штука. Вы проработаете абсолютно все триггеры, затыки, страхи и так далее. И также вам будет доступна распечатка вот этой колоды, которая сейчас перед нами. И, конечно же, еще раз повторюсь, потому что вопросы идут и идут. А можно я вот так сделаю? А можно я вот так сделаю? Можно. Можно. Еще раз повторяю. Вот практически 99% авторов колод, они вот прям говорят, даже некоторые, я знаю, говорят то, что если вы мою колоду сделаете реплику, на вас там порча будет. Ну вот. Я не такой. Я вот сделал колоду, я сам их не продаю, но если вы хотите себе колоду, ну или заработать на ней, да, то пожалуйста. Главное, качественно делайте, потому что чтобы не как бумажки были, да. Эта колода, еще раз повторюсь, картон 350, матовая ламинация 125. Почему матовая, а не, например, там этот софтач? Потому что софтач тянуть очень тяжело, а которая простая ламинация, она бликует. Поэтому матовая ламинация 125. Карты толстые, они хорошие, прям качественные. Делайте так же и продавайте, конечно же. Тут все на ваше усмотрение. Я там через год, через два на авторские права на вас жаловаться не буду. Авторские права я заякорил, они так и останутся за мной. Но колода с разрешением, чтобы их вы печатали, продавали, деньги зарабатывали и так далее. Я абсолютно не против. Поэтому не думайте, что я там какой-то шизик, да, когда все будут продавать, то я сразу все авторский. Независимо от того, в какой стране вы находитесь, в любой стране можете продавать. Надписи на колодах на английском языке, потому что мне так удобней. Ну и как сказать, я всегда вот тройка жезлов, например, да, возьмем. Я всегда у себя в голове говорю тройка вандов. Я так просто привык. Поэтому на английском языке надписи. Итак, давайте-ка мы с вами начнем расклад, а то заболтался. Единички. Единички. Первые две карты сигнификации, остальные парно читаем. Что шок вызвало? Смотри, у тебя по картам мужчина был, которого ты прям, как сказать, вот идеальным семьянином считал. Он всегда прям говорил тебе правильные вещи, там, про отношения, про семью, про детей. Рассказывал, как для него важна вот эта стабильность, как он мечтает там о доме, это полная чаша. И ты видела, как он общается там с твоими там подругами, родителями и так далее, как помогает там, возможно, твоим каким-нибудь знакомым, как там с племянником играет. И думала такая, вот он, это мой человек. А потом ты просто узнал, что у него жена есть. Законная жена, с которой он живет уже там 5 лет, да? И дети у них есть, и дом за городом есть. Вся вот эта семейная идиллия, о которой он тебе рассказывал, она уже существует. Только ты в ней не участвуешь. Ты просто вот любовница, о которой жена не знает. Но самое страшное не это, а то, что он и не собирался тебе говорить об этом. Он планировал там жить на 2 семьи дальше, да? У него все продумано.
График встреч с тобой, отговорки жене, даже телефон, наверное, отдельный, там, для связи. Ты случайно узнала или от его какого-то там общего знакомого, или там просто спалила его в телефоне. И вот ты сидишь и понимаешь, что вся твоя красивая история любви, она была ложью. Все планы на будущее, которые вы строили, все разговоры о детях, о свадьбе, все это было полная фигня. Он, знаешь, он играл роль влюбленного мужчины, который ищет спутницу жизни. На самом деле ему просто хотелось разнообразия. И ты была просто развлечением после, как говорится, семейного ужина. Он-то покушает, а потом на компот идет к тебе. И вот этот шок тебя накрыл как цунами. Ты просто поняла, что вообще ничего в людях не понимаешь. Почему к слезам привело? Ну, знаешь, слезы потом пришли. Когда ты вот решила стать сильной и независимой. Ты заставила себя быть холодной, заставила себя быть рассудительной. Всю ситуацию по полочкам в голове разложила. И себе сказала, что ну и ладно, да, зато правду теперь знаю. Лучше поздно, чем никогда. Даже подругам говорила, что тебе там все равно, что ты его забудешь быстро. Но через неделю вот этой я бы назвал показной твердости, ты просто взяла и расплакалась. Не из-за него, нет, из-за себя. Потому что ты поняла, что просто перестала чувствовать. Ты стала как робот. На работу идешь, выполняешь дела, с людьми общаешься, но внутри-то пустота. Ты так от боли защищалась. Ты так еще сильно это, восприняла, что отрезала вообще все эмоции себе. И это тебя больше испугало, чем предательство. Потому что ты просто поняла, что если будешь дальше такой холодной, то никого никогда не полюбишь больше. Ты построишь вокруг себя стену, через которую просто никто не пройдет. И будешь, как говорится, в одиночестве жить, но зато в безопасности. А еще ты плакала от скуки. Жизнь, она без этого мудака, извините меня за выражение, она стала серой для тебя, однообразной. Раньше мечты, планы, ожидания, а теперь ты просто существуешь день за днем. Встаешь, завтракаешь, работаешь, приходишь домой, ужинаешь и спишь, и все. Никаких бабочек в животе, никаких вот этих переписок до утра, звонков волнующих, никаких планов на выходные. Ты просто поняла, что ты превратилась в скучную женщину, которой ничего не интересно. И вот от этого стало еще грустней. Что принять или отпустить нужно? Ну, понятно, да? Принять нужно, что твоя интуиция, она правильно работала. Ты вот помнишь те моменты, когда что-то внутри тебя говорило, что вот что-то не так? Когда он там не мог встретиться в выходные, да? Когда там быстро прятал телефон, когда там рассказывал противоречивые истории. Ты все это замечала, но ты заставляла себя об этом не думать. Ты говорила там: я не буду параноиком, доверие — это там основа отношений, не стоит портить хорошее плохими мыслями и так далее. А твое подсознание, оно пыталось тебя предупредить. И сейчас тебе нужно принять, что ты умеешь чувствовать ложь, что у тебя есть вот этот радар внутренний на фальшь. И его нужно слушать, а не заглушать. Еще, конечно, тебе нужно выбрать свой путь дальше. Не плыть по течению, не ждать там, что жизнь сама все решит. Нет, а взять самой и решить, чего ты от мужиков хочешь, чего ты хочешь от отношений, чего ты хочешь от жизни. Ты сейчас знаешь, как на перекрестке стоишь. Можешь пойти в сторону, что там больше никому не буду доверять, а можешь же пойти в сторону и буду доверять, но проверять. Понимаешь? И самое главное, тебе нужно отпустить желание быть удобной. Ты всегда старалась не быть скандальной, неудобных вопросов не задавать, телефоны не проверять, да соцсети.
Думала, что так себя ведут уверенные в себе женщины, а на самом деле ты просто боялась мужика потерять из-за своей вот этой навязчивости. Пора прекратить эту ерунду. Если твои вопросы его напрягают, значит, ему есть что скрывать. А честному человеку нечего бояться. Как ясность обрести? Через новые отношения. Но знаешь, они не такие, как ты думаешь. Тебе не новый роман нужен, нет. Тебе, знаешь, нужно найти человека, с которым ты вот сможешь быть абсолютно честный. Это может быть там твоя подруга с детства, да, с которой давно не общались. Позвони ей, встреться, правду расскажи о том, что случилось. И не приукрашивай, не говори, что ты молодец, там, преодолела все и так далее, и я теперь самодостаточная. Нет. Скажи как есть, что тебе больно, что ты запуталась, что не знаешь, как жить дальше. Именно эта честность, вот эта готовность показать свою слабость даст тебе силу. Потому что ты перестанешь играть вот эту роль, да, маску, надела на себя сильная и независимая женщина. И вот когда перестанешь роль играть, то поймешь кое-что важное. Что тот мужик не просто так тебя обманул, он украл у тебя там несколько лет жизни, возможно, несколько месяцев. Он у тебя украл время, когда ты могла встретить нормального себе мужика, когда ты могла строить настоящие отношения. И вот это воровство нужно наказать. Не местью, нет, а тем, что ты, например, его жене правду расскажешь. Пусть это будет больно для нее, но она имеет право знать, с кем живет. А ты имеешь право закрыть эту историю по-честному. Не прятаться, не делать вид, что ничего не было, а вот взять ответственность за свою жизнь и сказать. И только когда ты это сделаешь, у тебя в голове все прояснится. Ты поймешь, что никому не обязана быть удобной. И что правда, какой бы там она болезненной ни была, она всегда лучше красивой лжи. Понимаешь? Понимаешь ты все. Подписывайся на канал, если ты еще не подписан, а мы переходим ко второму варианту. Двоечки. Ну, тут все по картам понятно, да? Итак, двоечки, сразу скажу, что колоду можете распечатать, продавать и послушайте вступление, что я сказал в начале. Ну, первый у нас вопрос, что шок вызвало у тебя для сигнификации? Ну, ты узнала, что твой муж, твой мужчина, он ваше общее накопление спустил. То есть те деньги, которые вы там копили на что-то, как вы планировали каждую копеечку, отказывали себе там в отпусках. Ты думала, что у вас на счету там деньги лежат, а там нет. Он просто полгода назад там примерно, да, вложился в какой-то там свой проект друга или там в эти, как их называют, слово бусурманское, крипту. Причем тебе слова не сказал, а ты случайно узнала. И ты просто сначала подумала там, что ошибка и так далее, а деньги нету. Все, мужчина твой, как говорится, слил. И сидишь ты вот теперь и поверить не можешь. Вы все всегда вместе решали, даже стиральную машинку, как говорится, вместе выбирали. А тут он взял и слил ваши общие, как сказать, ваши общие деньги без единого слова. А ты всегда его считал ответственным, надежным считал. Он же сам говорил, да, что деньги — это не игрушка, нужно быть осторожным. А когда ты ему это сказала, да, то, что ты узнала, он начал тебя успокаивать. Ну, там, не переживай, все вернется.
там крипта будет выгодно, все через месяц получим в 2 раза, 3 раза больше. И спокойным голосом паразит так говорит, да, как будто вот жвачку купил. И ты просто поняла, что твой мужчина авантюрист, и что он твое мнение не считает обязательным. Ты для него не партнер, а вот просто девушка, которой там не обязательно знать все подробности. Но это и стало большим шоком. Не потеря денег, а потеря доверия. Почему к слезам привело? Ну, не сразу, не сразу. Сначала злость, крики, скандалы были. Ты объяснений требовал. Он защищался. Говорил там, ты ничего в этом не понимаешь. Это все мужское дело. Он глава семьи, имеет право и такие решения принимать, да? И ты реально поверил. Начало думать, а вдруг он прав? Может, действительно не разбираюсь я ни в чем. Ждала ты, ждала. Каждый день спрашивала про вот эти вот бусурманское слово, крипту. А он говорил тебе скоро, скоро. А потом все бухнулось. Просто все деньги пропали. Ничего такого не было, да? Ваши деньги просто растворились в воздухе навсегда. Но слез не от этого пришли, нет. От того, что ты поняла, что он... Я слова подбираю, не матюгнуться. Что он не лидер. Он не умеет решения принимать, ты это поняла. Он просто громко говорит и вид делает, что все контролирует. А на самом деле он просто повелся на первую попавшуюся авантюру. А ты всегда думала, что за ним как за каменной стеной, да? А оказалось, что он сам просто ребенок. Плакала ты от обиды. Не на него, на себя. Потому что поняла, что ты сама себя обманывала все эти годы. Видела его слабости, но не хотела признавать. Когда он там импульсивно покупал там дорогие гаджеты какие-то и так далее, когда перед друзьями хвастался, когда там говорил тебе про гениальные свои бизнес-идеи, ты просто это списывала характер такой у мужчин. Нет, это красные флаги были, которые ты игнорировала. И теперь ты плачешь от злости на вот эту свою слепоту. Что принять или отпустить нужно? Нужно понять, что семейная жизнь кончилась. Не потому, что денег нет, потому что доверия больше не будет. Ты больше не можешь спокойно спать, зная, что завтра он опять натворит еще какую-нибудь дичь. Каждый раз, когда он задерживается на работе, будешь думать, а в казино он там или случайно остатки зарплаты не проигрывает? И еще ты должна принять, что теперь придется действовать, причем быстро и жестко. Никаких душевных разговоров, никаких попыток вот это вот наладить отношения. Он показал свое истинное лицо. Если дашь ему еще один шанс, он им воспользуется, чтобы угробить то немногое, что еще осталось. Тебе, знаешь, нужно собрать все документы на квартиру, на машину, там, что есть. Чтобы он их не заложил или не продал без твоего ведома. Потому что вот это вот слово бусурманская крипта, она как казино. Понимаешь? Проверь все кредиты, вдруг он там набрал. Потому что ты можешь найти еще сюрпризы. И сразу действуй немедленно. Понимаешь? И знаешь, я понимаю, что тебе страшно. Ты думаешь, как я одна, там мне же там уже 40 лет, где теперь новую жизнь начинать. Просто пойми одну вещь. Знаешь, лучше с нуля одной начать, чем продолжать жить с человеком, который, извините меня, наркоман. Игроман. Он уже доказал, что не умеет быть ответственным. И больше он не изменится. Потому что для него ты не равноправный партнер, а приложение к его жизни. А таким отношением к себе тебе нужно прекращать мириться. Вот прямо сейчас. Потому что это уже не изменит. И лучше, и вот как тебе сказать, вот хорошо, что он, наверное, еще квартиру не заложил. Под какой-нибудь кредит под залог недвижимости или движимости.
Как абсолютную ясность обрести? Через боль. Тебе нужно пройти через вот эту всю боль, почувствовать, каково это быть вот с таким человеком и быть одной. Понимаешь, я по-другому скажу. Поживи для себя отдельно. Ну, несколько месяцев. Первые месяцы будут трудные, конечно. Ты будешь злиться, плакать, себя жалеть, будешь думать, а может, это я все разрушил, может, зря, может, надо было простить. Но знаешь, через эту боль ты поймешь кое-что важное. Что ты сильнее, чем ты думал. Что ты можешь сама зарабатывать, сама решения принимать, и никто ваши общие все деньги не сольет куда-то там. Ты поймешь, что тебе не нужен защитник, который на самом деле просто создает больше проблем, чем решает. И вот тогда у тебя в голове все встанет на свои места. Ты поймешь, что последние годы ты жила не своей жизнью. Подстраивалась под его планы, под его желания, под его представления о том, как должна жить семья. А твои собственные мечты, твои цели отодвигали на второй план. Они вместе с деньгами потрачены. Еще ты поймешь, что вот этот крах финансовый — лучшее, что с тобой случилось. Потому что он открыл тебе глаза на правду. Если бы он не спустил эти деньги, ты бы еще там годы жила в иллюзиях с розовыми очками. Думала бы, у меня крепкая семья, муж надежный. А он бы копил там к пенсии, да, копил, а потом еще более крупную авантюру залетел. И разорил бы тебя окончательно там в 60 лет. Когда вот начинать заново было бы, реально сложно. Поэтому этот удар, это, знаешь, как прививка от более страшной болезни. Больно сейчас, зато спасет от катастрофы в будущем, понимаешь? Я очень надеюсь, что расклад тебе не резонировал, потому что, по картам жестко, конечно, все. Так, подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, и мы перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки, троечки. Что вызвало шок для сигнификации? А у тебя тут подруга тебя предала. Давай по-другому скажу, а то я уже сразу. У тебя подруга была. Рядом были, коллега, возможно, он такой близкий человек для тебя. Ты считала прям, как сказать, ее как родную сестру. А потом ты узнала правду, что она все вот эти годы про тебя рассказывала общим знакомым дичь про тебя за спиной. Что ты завистливая, что ты живешь, вот, как говорится, непосредством, что она тебе косточки промывала за спиной. А тебе в лицо улыбалась, говорила, какая ты у меня замечательная, мы с тобой прям как родные. И ты узнала это от общей знакомой. Она думала, что ты в курсе, и спросил там, а у тебя что там, депрессия, да? Ты на таблетках сидишь. И ты просто офигел. Откуда вообще взяла такое? То есть она сказала то, что не является правдой. Она тебе сказала, что это подруга твоя рассказала. И тут до тебя просто дошло. Все вот эти странности последних месяцев. Почему люди к тебе как-то по-другому начали относиться? Почему на работе перестали чего-то там, интересные проекты предлагать, да? И вообще меньше с тобой разговаривать. Все смотрели на тебя странно, да? Оказывается, вот эта лучшая подруга, она вот методично тебя очерняла за спиной. Всем рассказывала, что ты там неадекватная, что с тобой сложно общаться, что ты такая-сякая. А сама продолжала там с тобой встречаться, обниматься, планы строить. Это был жесткий шок. Сегодня точечные расклады, я знаю. Почему это к слезам привело? Потому что ты сначала все исправить пыталась.
Всем объяснять начала, что ты нормальная, что ты адекватная, никаких проблем с психикой у тебя нет. Возможно, там знакомым звонила, в общем, да, оправдывалась. Доказывала, что ты не верблюд. Но чем больше ты это делала, тем хуже становилось. Люди, знаешь, думали, что если она так активно отрицает, значит, реально что-то все-таки не так. И тут ты поняла. Всю тяжесть вот этой ситуации ты поняла. Поняла, что вот репутацию, которую тебе портили годами, за день не восстановишь. Что теперь тебе придется заново завоевывать доверие людей, да? Доказывать, что ты адекватный, что с тобой можно дружить и работать. Ты как будто, знаешь, со всеми заново как будто знакомишься. Еще ты поняла, что ты совсем одна осталась. Других близких подруг у тебя не было. А зачем, да, если есть она? Все яйца в одной корзине. И теперь ты как сирота. Не с кем поговорить по душам, не у кого совета спросить, некому пожаловаться. А ты ж привыкла делиться с ней всем. Теперь вот эта близость оказалась фальшивкой. Но самое болезненное это то, что ты поняла, что сама себе навредила. Ей рассказывала свои секреты, там слабости, страхи, она это использовала против тебя. Превращала твою откровенность в оружие против тебя. Ты сама дала ей вот эти боеприпасы, да, для разрушения твоей жизни. И вот от этого понимания стало вот так больно, что ты просто вот села и поплакала. От беспомощности, от одиночества, от того, что была такой наивной. Что нужно принять и отпустить? Прими, что у тебя остался я, как минимум. А ты мудрая женщина. Вот ты думаешь, что ты была глупая, раз попалась в эту игру, да? Знаешь, на самом деле ты прошла вот суровую школу жизни. Теперь ты умеешь различать настоящих людей от фальшивок. И у тебя выработался уже иммунитет к таким змеюкам подколодным. И знаешь, еще ты должна принять, что ты победитель в этой истории. Не она, а ты. Потому что ты узнала правду, освободилась от такого токсичного человека. То есть в твоем тылу был шпион, был враг. И пойми, что ты от него избавилась. А она так осталась жить в своем болоте вот этой зависти, лжи и говна. Ей же теперь с кем-то дружить надо, а она будет, получается, с такими же гадюками только. Понимаешь? И отпусти желание свое мстить, потому что мне прям идет, что ты мстить хочешь и так далее. Не надо всем рассказывать, какая она плохая и так далее. Не надо портить ей репутацию. Это, знаешь, до ее уровня тебя опустит. А ты выше этого. Просто вычеркни ее из своей жизни и забудь, как будто вот не было ее никогда. И на себя обиду отпусти. Хватит себя грызть за то, что ты доверяла. Доверие – это хорошее качество. Не надо становиться подозрительной и злой из-за одной гадюки, понимаешь? Просто будь более внимательна к людям. Смотри не только на слова, да, но и на поступки. Не торопись душу открывать каждому, как говорится, как сказать, каждому встречному. Пусть человек сначала докажет, что он этого достоин. Но, знаешь, не закрывайся от всех. Иначе ты превратишься вот в такую же черству, как она. А ей это будет только на руку. Значит, она поймет, что смогла тебя испортить все-таки, понимаешь? Как обрести абсолютную ясность? Ну, тут, знаешь, ясность, она придет, когда ты вот поймешь, что ты была в зависимости от ее мнения. Именно в зависимости, потому что ты привыкла, что она тебя там хвалит, поддерживает, говорит, какая ты классная, да? И это стало как вот запрещенное вещество. Тебе нужно было ее одобрение, чтобы вот чувствовать себя хорошо. А она это чувствовала и пользовалась. Кормила тебя вот этими там комплиментами и так далее, а за спиной грязью поливала. Получала от тебя всю информацию, а потом против тебя использовала. И ты была для нее вот этим источником развлечений, да, источником сплетен.
а она для тебя источником уверенности в себе. Сейчас знаешь, сейчас ты должна научиться получать эту уверенность от себя. Не ждать, что кто-то там скажет тебе какая-то хорошая, а самой это знать. Не искать подтверждение своей крутости в чужих глазах. Ты должна ее видеть в зеркале каждое утро, понимаешь? И вот когда ты освободишься от этой зависимости, начнешь строить новые отношения, но уже на других принципах. Не вот это вот, там, я дам тебе все, а ты меня будешь любить, да? А наоборот, мы равные партнеры, которые друг друга уважают. Ты не будешь рассказывать новым людям все свои тайны в первый же день знакомства. Дозируй близость, понимаешь? Но и не закрывайся полностью. И вот когда ты вокруг себя по-настоящему близких друзей соберешь, которые тебя ценят, а не используют, которые правду говорят, а не льстят для получения там какой-нибудь сплетни. И вот тогда ты поймешь, что вот эта предательница, она сделала тебе подарок, избавила от иллюзий, понимаешь? И по-настоящему жить научила. В любом случае у тебя всегда есть я, который, как говорится, не предаст и всегда рядом.